Добрый день, дорогие ребята! Я рада новой встрече с вами. Сегодня мы продолжаем постигать секреты одного из самых совершенных видов искусства – музыки. Ребята, посмотрите, перед вами портреты советского композитора Георгия Васильевича Свиридова и русского поэта и писателя Александра Сергеевича Пушкина. Как вы думаете, что объединяет этих людей? Да, вы правы. Они создали что-то совместное. Пушкин жил и творил в XIX веке, а Свиридов в XX веке. Значит, Александр Сергеевич Пушкин сначала написал художественное произведение, а затем композитор Георгий Свиридов создал музыкальное произведение. А вот что за музыкальное произведение создал Свиридов и какое художественное произведение Александра Сергеевича Пушкина было положено в основу, об этом мы сегодня с вами и поговорим на нашем уроке. На уроке литературы вы знакомились с повестью Александра Сергеевича Пушкина «Метель». И сейчас мы с вами отправимся в 1830 год и вспомним, о чем эта повесть. 1830 год – это золотая пора творчества Александра Сергеевича Пушкина. Позднее она была названа Болдинской осенью. Эта пора дала невиданную россыпь гениальных произведений разных жанров. Кроме целого ряда произведений, Пушкин написал 5 повестей, которые получили общее название. Они известны под общим названием «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Повести Белкина включают в себя 5 повестей: «Гробовщик», «Станционный смотритель», «Барышня, крестьянка», «Выстрел», «Метель». Пушкин расположил эти повести не по времени написания, а исходя из композиции, чередуя благополучные и неблагополучные концовки. Автором повести заявлен Белкин, к тому же покойный. Александр Сергеевич Пушкин намеренно скрыл свое авторство, потому что в эпоху Пушкина это было модно. Образ Белкина возникает в предисловии. Это обычный, ничем не примечательный человек, спокойный и милый. В 1828 году Белкин заболел простудной лихорадкой и умер, а в конце октября 1831 года появились повести покойного Ивана Петровича Белкина. Мы с вами сказали, что эти повести состоят из 5 повестей. А подробнее мы с вами сегодня остановимся на повести «Метель», которая была написана Александром Сергеевичем Пушкиным в 1830 году за один день. В повести «Метель» Александра Сергеевича Пушкина рассказывается о роковом стечении обстоятельств, которые разрушают все планы юной влюбленной пары Марьи Гавриловны и Владимира. Они хотят тайно обвенчаться из-за противодействия родителей. Однако заблудившийся в снежной круговерти жених Владимир опаздывает на венчание, а Марья Гавриловна по недоразумению и смятению чувств обвенчалась совсем чужим для нее человеком, приняв его за опоздавшего жениха Владимира. Таким образом, «Метель» разрушает романтическую влюбленность юных влюбленных и одновременно создает возможности для будущего союза Марьи Гавриловны и полковника Бурмина, и о том, как метель вмешалась в планы влюбленных и в результате полностью изменила судьбы 3 человек. Александр Сергеевич Пушкин не случайно так назвал повесть. Природная стихия играет главную роль. Сюжет повести развивается, движется благодаря метели. В начале повести мы видим обычную ситуацию. Девушка и юноша полюбили друг друга, но их брак невозможен по причине несогласия родителей из-за бедности жениха. И вот влюбленные решают бежать. Когда Марья Гавриловна бежит, ей мешает сама жизнь, плохая погода, метель. Она как бы не пускает Машу. Ветер дует ей в лицо, силясь остановить ее. Владимира же метель пытается запутать, увести его подальше. Историю 3-го героя в повести «Метель» Бурмина мы узнаем в самом конце произведения. Это опять поездка и опять метель. Буря не утихала, между тем метель не унималась. Но теперь метель ведет героя навстречу его судьбе. Так природная стихия привела к алтарю 2 незнакомых людей, Марью Гавриловну и Бурмина, и устранила 3-го Владимира.
Александр Сергеевич Пушкин. Повести покойного Ивана Петровича Белкина. Осень в Болдино 1830 года стала самым серьезным рубежом в жизни и творчестве Александра Сергеевича Пушкина. Кроме целого ряда произведений, Пушкин написал 5 повестей, озаглавив их «Повести покойного Ивана Петровича Белкина». Меньше чем через неделю по приезду в Болдино, 9 сентября, им закончена повесть «Гробовщик». 14 сентября «Станционный смотритель», 20 сентября «Барышня-крестьянка», и после почти месячного перерыва написаны 2 последние повести «Выстрел» 14 октября и «Метель» 20 октября. Пушкин расположил повести не по времени написания, а исходя из композиции, чередуя благополучные и неблагополучные концовки. Автором повестей заявлен некий Иван Петрович Белкин, к тому же покойный. Это, конечно, литературная мистификация. Почему Александр Сергеевич намеренно скрыл свое авторство? В эпоху Пушкина это было модно. Кроме того, возможность писать от лица человека простого, который и сам вроде бы слышал все это от разных людей, придавала этим историям полную достоверность. Облик кроткого и смиренного Белкина возникает перед читателем в предисловии. В добродушно-шутливых тонах Пушкин сообщает все сведения об Иване Петровиче Белкине, который родился от честных и благородных родителей в 1798 году в селе Горюхино. Имел обычную, ничем не примечательную внешность. Росту среднего, глаза имел серые, волоса русые, нос прямой. Лицом был бел и худощав. И был спокойным и милым человеком, потому как вел жизнь самую умеренную, избегал всякого рода излишеств, никогда не случалось видеть его навеселе. Осенью 1828 года этот симпатичный персонаж заболел простудную лихорадкою, обратившуюся в горячку, и умер. В конце октября 1831 года появились повести покойного Ивана Петровича Белкина, изданные А.П., а в 1834 году они вышли в свет с полным обозначением имени настоящего автора Александра Сергеевича Пушкина. И с тех пор повести Белкина являются замечательным образцом реалистической прозы XIX века. Повести Белкина задуманы автором как пародия на жанр романтической литературы. Его герои попадают в ситуации, в которых развиваются различные романтические истории. Пушкин высмеивает романтические наклонности своих героев и противопоставляет им реальную жизнь со своими вопросами, своим сюжетом. Он решает их жизненные проблемы не совсем обычным, но вполне реальным способом. И от этого повести Белкина оказывают на читателей какое-то особое влияние, заставляют задуматься о личных поступках и решениях, о том, как бы они поступили на месте героев. Часто Пушкин помещает своих героев в сложные ситуации, когда возникает необходимость бороться за свою честь и защищать свое достоинство. И от того, как они будут себя вести, какие качества проявят, зависит не только дальнейшее развитие всей истории, но и читательское отношение к ее героям. Александра Сергеевича всегда интересовала роль случайности в жизни человека. В нехитром сюжете повести «Метель» Пушкин показывает историю 2 молодых легкомысленных людей и одновременно развивает тему ответственности человека за свои поступки. Героиня повести Марья Гавриловна, провинциальная задумчивая барышня, которая мечтает выйти замуж за бедного юношу, но родители против этих отношений. Маша и Владимир, по классическим законам жанра романа, решают бежать и тайно обвенчаться. Все у них было спланировано и рассчитано. Верные слуги готовы помочь. Друзья жениха соглашаются стать свидетелями. Священник готов их венчать. Но вмешался случай, и судьба рассудила по-своему. Поднялась метель, закружила в поле жениха, и он опоздал на собственную свадьбу. Эта же метель привела к деревенской церкви проезжего офицера Бурмина, и он оказался под венцом с незнакомой девушкой.
Бурмину все происходящее казалось шуткой, игрой, и только потом он осознал, что шутить с человеческой судьбой опасно. Два незнакомых друг другу человека были соединены узами брака, стали супругами, но не имели права надеяться на любовь и супружескую жизнь. Ведь они не могут найти друг друга, так как не знают даже имен. За ошибку молодости Марья Гавриловна и Бурмин платят годами одиночества и раскаяния. Герои повести достойно приняли случившееся, и судьба снова пошутила, но по-доброму. Она свела случайных супругов, дала им возможность узнать и полюбить друг друга. Этот невероятный союз, который когда-то начался нелепой свадьбой и только через несколько лет продолжился знакомством и искренней любовью, по мнению Пушкина, может быть счастливым. Ну а теперь мы с вами вернемся к музыке Свиридова. Но для начала, ребята, я вам напомню, кто такой Георгий Васильевич Свиридов. Георгий Васильевич Свиридов родился 3 декабря 1918 года в городе Фатиш Курской области. С 1936 по 1941 годы учеба в Ленинградской консерватории в классе композиции Рязанова и Шостаковича. В 1904 году к Георгию Васильевичу Свиридову обратился известный в то время артист и кинорежиссер Басов, приступивший к съемкам кинофильма «Метель» по пушкинской повести. И Георгия Свиридова привлекла эта идея создать музыку для кинофильма «Метель». Музыка к кинофильму помогает нам лучше понять образ героя, его чувства и переживания. И тогда Георгий Свиридов написал несколько отдельных музыкальных эпизодов для кинофильма. И сегодня мы с вами познакомимся с новым жанром музыки – музыкальные иллюстрации. Этот жанр создал Георгий Свиридов. Музыкальная иллюстрация – это картина, которую можно увидеть, услышать, представить и прочувствовать сердцем. Через несколько лет после написания музыки к фильму композитор решил дать своему сочинению новую жизнь. Из отдельных музыкальных эпизодов, созданных для кинофильма, композитор решил составить сюиту. В 1973 году из отдельных музыкальных эпизодов, созданных для кинофильма, композитор составил сюиту. Ее 9 номеров стали иллюстрациями к пушкинской повести. Посмотрите, вы можете увидеть 9 номеров данной сюиты. Тройка, вальс, весна и осень, романс, пастораль, военный марш, венчание, отзвуки вальса, зимняя дорога. Итак, мы подошли вплотную к самой музыке Георгия Свиридова к повести Пушкина «Метель». И сейчас я предлагаю вам послушать один из фрагментов музыкальных иллюстраций к повести Пушкина «Метель». Я предлагаю вам послушать пьесу Георгия Свиридова, которая называется «Тройка». Внимательно послушайте и подумайте, какую же картину изображает композитор, с помощью каких средств музыкальной выразительности симфонический оркестр раскрывает образ пьесы. Подумайте, в этой пьесе рассказывается только ли о природе?
С помощью каких средств музыкальной выразительности композитор создал образ этой пьесы под названием «Тройка»? И какие инструменты звучат, как и для чего? Более подробно мы с вами обсудим эти вопросы на уроке. Ну а мы продолжаем нашу работу над музыкальными иллюстрациями Георгия Свиридова. В начале позапрошлого века становится очень популярным жанр романса. Вспомните, какие композиторы создали лучшие образцы русского романса? Да, это такие композиторы, как Глинка, Алябьев, Варламов, Гурилев. Романсы писали на стихи лучших русских поэтов Пушкина, Лермонтова и других. Музыку романсов отличает лирический характер. Чаще всего романсы звучат в миноре. В романсах нет припева, форма, как правило, трехчастная. И сейчас я предлагаю вам послушать фрагмент еще одной музыкальной иллюстрации Георгия Свиридова «Романс» и подумать, почему композитор назвал свое музыкальное произведение именно романсом. Более подробно мы с вами обсудим эти вопросы на нашем уроке. Ну а сейчас я с вами прощаюсь. Спасибо вам, до новых встреч!